Друзья, всем привет! Серферы-бездельники, наши любимые девианты. Начинаем наш эфир с Олегом Хомяком. Извините, немного задержались, просто Олег мне консультацию оказывал. И по результатам этой консультации 3 семьи было спасено, можно сказать, уже все. Семейные ячейки для наше сложное для страны время спасены. Так что все в порядке. Государство, я думаю, даже даст медаль за спасение семейности. Да. И у нас сегодня важная тема. Мы почти месяц назад как бы там задумали об этом, на этот счет поговорить, потому что Олег был там пару постов про УПА. Вот, и я подумал, что мы синергетически можем выступить, потому что тема, вот то, что сейчас там происходит в отношениях между Украиной и Польшей, это вообще, я считаю, для людей думающих или для людей мыслящих, это просто такой вот мастер-класс, как вообще управляют людьми, как вообще управляют огромными социумами, как вообще создается мифология, как эта мифология внедряется, как она разворачивается, насколько можно мифологизировать нормальные отношения, там, потому что между Украиной и Польшей на протяжении там, значительного промежутка времени, даже по историческим меркам, были нормальные отношения, в которые вот начинают вливать яд. Вот мы только что сидели перед эфиром, там я определил, что лет 15, вот как россияне там начали вливать яд, потому что уже выплыло много фактов. Например, в Санкт-Петербурге был фонд, который и до сегодняшнего момента существует, который раздавал гранты польским ученым на освещение темы Волынской резни. Волынской трагедии, как у нас ее называют. Да, вот. И я не удивлюсь, если там на этот фильм про Волынь, то он таки называется «Волынь», где это все как бы ужасы описаны. А там реально были ужасы. Чего-то, фильм там хорошо и показан, как бы, да, не откровенно достаточно показано. Да, что я не удивлюсь, если там тоже каким-то образом они деньги завели там через польские прокладки, какие-то свои бизнесы. Это так, на уровне допущения, потому что на их месте я бы так играл, они умеют так играть, и поэтому, в общем-то, вот эта вся ситуация, она интересна тем, вот что насколько быстро можно отравить отношения. Это касается личных отношений, это касается корпоративных отношений, это касается межгосударственных отношений. Вот. Когда ты ставишь себе задачу такую, ты создаешь себе инструментарий, и у тебя есть полезные идиоты, которые там, типа Гжегожа Брауна, которые там либо за деньги, либо просто по своей как бы тупости бегут в нужном направлении, а ты им дальше нужно только помочь. Нужно помочь, раскрыть все каналы. И поэтому я вот все время стараюсь нашим зрителям донести простую мысль, что не нужно эмоционировать, видя там, что кого-то избили в Польше, там, или какое-то проявление какого-то неуважения там, и так далее, потому что всегда нужно разделять реальность виртуальную, реальность информационного пузыря и, собственно говоря, реальность, в которой мы там существуем. Потому что даже то, что подается, из него можно вычленить массу интересных примеров, которые мы сейчас... Давай, может быть, с этого начнем. Да, давай. Вот несколько таких кейсов, разбирая которые, мы можем показать. Давай первый ролик поставь. Кочера надо повесить за яйца. Кто привел украинцев, если не ПИС? С другой стороны, знаете, у нас ведь общий враг Россия. Украинцы говорят, мы же вас защищаем здесь от этого российского нашествия, так что... Они должны извиниться перед нами на коленях. Вы думаете, что... За то, что они от нас получили и бесплатные билеты, и бесплатная еда, и бесплатное жилье. Лечим. Все. А теперь они тут ведут себя, как у себя дома. Они слишком много от нас получили, уважаемый. И то, что они не хотят извиниться за Волынь, это как бы... И не извиняться. Не извиняться, потому что это упрямый народ. У меня есть подруга украинка, работает со мной, но она действительно хорошая девушка. Но когда она разозлится, то есть такая с характером? да, но она действительно... Я ее очень люблю. Но вы, наверное, тоже, когда... О, не дай бог. Вот именно. А если меня мужик разозлит, то еще сильнее. Вы это признаете? Я только провоцирую. Что вы сделаете в ответ на нее? Я думаю, что как психолог сейчас Олег скажет, типичная
во всей красе народное бессознательное. Причем любого... Называется народная мудрость. Народная мудрость любого народа. А мы, причем. правда, народное слабоумие. Да. Ну да, то есть вот если взять текст, просто он такой логически абсурдный полностью внутри. Они упрямые, у меня подруга классная, она упрямая, вот они такие все, а я еще упрямее могу быть. Должны встать на колени и извиниться. Да, ну такое. Ну вот если взять просто, убрать действительно некоторые эмоции, слушать текст, вот записать его, знаешь, как иногда там, одно дело ты слушаешь видео, а когда просто тебе текст записывают с разговором, он такой абсурдный. Вот часто эти всякие расследователи, когда видосик пускают, и там есть текст, о чем говорят. Вот если не слушать интонации и все остальное, иногда вообще непонятно, что происходит. А здесь весь смысл-то не в тексте. Текст, он бессмысленный. Там просто эмоция одна. Они, суки, упрямые. Но я, сука, еще упрямее. Они должны иногда извиниться. Все. То есть там содержания никакого нету больше. Да, вот Таня пишет, так у нас и у нас таких женщин хватает. Так в том-то и дело, что... Они интернациональные. Да, они интернациональные, они везде есть. И в Бирме, там, я не знаю, и в Японии, и в США, и в Чили, и в Перу, короче говоря, они есть везде. Но вам показывают, вы должны понять просто, что когда вам любую картинку, которую показывают на нашем телевидении, на польском, на американском и так далее, во-первых, вам вычленяют какой-то кусок, потому что они заинтересованы в том, чтобы гиперполизировать, подать какую-то драму, как бы там, да. Вот ценность этого куска заключается, потому что на самом деле, поляки молодцы в том плане, что они могли как бы вот дойти до того, что убрать, вырезать там, где сказать, они должны стать на колени, короче говоря, и на коленях стоять и все остальное. Но весь контекст становится абсурдным в тот момент, когда начинают рассказывать про украинку, и оказывается, что у нее нормальные отношения с украинкой. И вообще, то есть ты видишь, что бабка-то это человечная, но она такая, как бы там, да. Вот она... Знаешь, я бы сказал, что вот я всегда привожу так пример, когда говорят вот о людях, там, и такое понятие, как по массовая психология, эмоции. На самом деле, формально оно неразличимо, если смотреть внимательно, то ты видишь, есть два слоя. Есть слой коммуникации личной, и там у меня есть ты, есть вот эта украинка, есть эта полячка, то есть они конкретные люди. А есть вот этот слой массовый, там абстрактные украинцы, абстрактные россияне, абстрактные там чего-то. И вот эти слои между собой вообще могут не совпадать. К конкретному человеку я отношусь с любовью, с уважением и так далее. Но когда залазишь в вот этот вот слой массовый, условно там стереотипы, образы, архетипы, наверное, слишком тут такое слово будет не совсем адекватное, а вот образы, там проявляются совсем другие качества. Причем в разговоре же видно, что человек переходит с одного уровня на другой. То есть, если не присматриваться, как бы странно, то одно, другое говорит. Там, где она говорит на личном уровне, она вполне такая со своим характером. То есть, она, судя по всему, человек может со всеми договориться, нормально будет общаться. Но как только мы переходим на массовый уровень, там абстрактные россияне, украинцы, да. Поляки, бриты, да. Там америкосы. Вот там все вот такое какое-то, оно стереотипное очень. А на стереотипном, конечно, всегда проще чувства испытывать. Они такие однозначные, потому что америкосы, они вот такие. Русские, они вот такие. Украинцы, они вот такие. Все такие. И вот это все разрушается в тот момент, когда вот попадаешь, вот давай второй сюжет, вот посмотрим, потому что вот когда встречаешь, вот ведется вот такая как бы линия, там, да, что вот есть украинцы, которые живут в Польше, там, да, это точно так же, как у нас там слово схидляки, захидляки, как бы там, да. Вот, какие-то вот схидляки, которые едут там на или Волынь, вот донецкие, там, они вот такие, да, вот они едут, они галичане, они вот такие да, там. Да. Вот это все, вот оно выглядит и работает точно так же. Вот давай второй. Как живется в Польше, где у нас уже почти 2,5 миллиона иностранцев? Да нормально. Пожалуйста. А это иностранец или поляк? Не знаю, проверим. Думаю, поляк. Поляк. Все-таки поляк. Я живу в старом городе, так что приглашаю туда. Посмотрите, что там происходит с поляками. С поляками. Окей, то есть с иностранцами проблем нет, а только с поляками? Конечно, это так. Да. Спасибо. У меня не было проблем. Спасибо. Всего хорошего. Надо было бы проверить, но господин спит, так что мы не узнаем, поляк он или украинец. В любом случае он отдыхает. Видно, что ранен. Ступни перевязаны. Вот тоже специально этот момент отобрал, потому что, вот бытовая ситуация, но которая с первой секунды
сразу превращается в абсурдную, потому что, ну, эта тетка, ну, женщина, это она абсолютно здравомыслящая. Да. То есть это, она тут же находит тебе как бы опровержение базового тезиса, который там пытаются провести там, польские медиа по поводу каких-то укрытий. Вон у тебя валяется быдло какое-то. Ну, пьяное. а заметь, здесь вот здесь же разговор, содержание разговора принципиально другое. Оно все опредмечено конкретно. Вот конкретный человек, а вот конкретный старый город, и там живут конкретные люди. То есть, когда конкретно, у тебя весь этот миф, Рассыпается. он просто его нету, там нету его, негде его применить. Вот это, если человек на конкретику может сосредотачиваться. Вот еще один очень важный, я еще не ставил его, но я поставлю 4 куска, там я их вырезал, нашел. Очень крутой польский журналист, который ну, реально понимает ситуацию в Украине, реально контекст в Украине, ездит на эксгумации на Волыни, как бы там, да. И он в Польше находит свидетелей волынской трагедии и с ними общается. И вот, например, такой диалог. Он, ну, вот он реально очень крутой. Давай. Если он не пережил Волынь, господин, то он не имеет права их ненавидеть. Я могу что-то сказать, потому что, честно говоря, я не пережила ту страшную ночь, но я видела этих бандеровцев, потому что видела их собственными глазами. Один раз, когда в Коробце вели целую такую банду, я их видела. Мы еще кидали в них камнями, господин, и я это видела. Одна моя подруга, моя кузина погибла, мои соседи погибли. Я предъявляю украинцам за это претензии. Да, я предъявляю за это претензии, но это не значит, что я должна им мстить. Но у вас есть претензии к тем украинцам, которые работают у нас где-нибудь в Жабке и которые сейчас живут? Господин, но к тем украинцам, которые, господин, здесь среди нас, молодые, помоложе, которые просто даже, не знаю, рассказывали ли им что-то родители, может быть, у кого-то из них даже дедушка или прадедушка принимал в этом участие, господин. Так в чем вина этого человека здесь? Нельзя просто всех грести под одну гребенку, господин, и теперь всех ненавидеть, преследовать. И благодаря тому, что они находятся на границе, кто знает, может быть, эта война уже была бы у нас. Так. О, все, выключил. Ну вот, очень важный диалог. Там еще будет 3 куска, я потом выложу там на Романенко Шортс с комментариями, там на Хвыле в Фейсбуке. Вот. Потому что это очевидец событий. Она была, ну, я так понимаю, была совсем маленькой девочкой, потому что это уже, ну сколько, 80 лет прошло. То есть это женщине там где-то за 80 и 85. Это немногие оставшиеся очевидцы. Конечно. То есть это Вторая мировая война, это 43-й год. Да. То есть это, ну, это женщине 85-90 лет. Вот, ребенком была тогда. Да, ребенком была. 95, может быть, вот где-то так, то, на минуточку, да. Вот. Но она абсолютно четко, ну, как бы отдает себе отчет. Она разделяет, вот, как бы, в отличие от наших политиков, от польских политиков, от многих наших политиков, но она разделяет, вот как бы, уровни ответственности. Это интересный момент, что вот это, назовем таким словом, сволота, что с украинской стороны, что с польской стороны, которая на этом наживается, это же люди, которые не причастны вообще к тем событиям. Конечно. Никак были. Те, кто причастны, они знают, кто убивал, они знают, что это конкретные люди. И если у тебя есть желание там как-то отомстить было бы, то вот они что, вот эти конкретные люди убивали. Ну, бессмысленно идти кого-то другого мучить. Потому что этот человек участвовал в этом. А вот эта вся сволота, которая этим пользуется, это практически люди, что вот темой Голодомора, что это сытые люди, обеспеченные, выросшие в хороших условиях. Это всегда люди, которые паразитируют на этом. Они никогда там в этом не участвовали практически. То есть так же, как на теме вот бандеровцы и советская армия, там еще при Кучме, по-моему, да, ну и перед 2014 годом были же акции примирения. Помнишь, там эти рукопожатия совместные? Кучма ездил с польским президентом, не помню, с кем там они. С Квашневским. Так это произошло еще в 2002, по-моему. Да, это хрен знает, когда было. Ющенко тоже примирялся. Все было решено, как бы. Но все было, вот парадокс. Да, заархивировали. Да, это вылечили все, как бы, типа, все, признали. И вот тебе как бы стремительно развернули. Но вот важный момент, что пользователи этим всем, вот эти все как бы условно некие такие радикалы, распространители ненависти, это люди, не причастные к тем событиям вообще никак. Они просто на этом зарабатывают или деньги, или власть, или просто чувство собственной значимости. То есть вот это парадоксально, потому что когда смотришь людей реально, когда люди реально говорят, они очень конкретно говорят.
что они знают, что это конкретные люди, убивали, там, расстреливали и так далее. Ну, давай еще один конкретный момент вот сделаем. Теперь я тоже такую рубрику ввел там на Романенко Шорца. Я постоянно каждый день там 1-2 ролика ставлю, может больше буду ставить, потому что на самом деле их уже столько нарезал. Что значит, поляки говорят там об украинцах, но что украинцы, я тоже сейчас такую обратную как бы ввожу, что украинцы говорят, находящиеся в Польше, говорят о поляках. Вот еще один очень такой интересный случай. Пані, звідки ви? З Польщі чи з України? З України. З України. Як вам живеться в Польщі? Нормально. Так? Немає проблем, так? У нас немає проблем. Безпечно? Так. А робота є? Так. Я працюю. Так? Я працюю на себе. Я роблю дуже гарні зачіски для дівчат. Тому результат усім дуже подобається. Як довго ви вже в Польщі? 4 роки. І родина теж тут на місці? Я зараз тут зовсім сама. З 4 маленькими дітьми. З 4 дітьми, так? Сама. Сама, так. А де зараз ваш тато, якщо можна спитати? Загинув в Україні на війні. Вот это, ну, это просто убийственный ролик на самом деле, потому что здесь вот как раз показывается вся, ну, вот именно когда нет никаких абстракций, есть конкретная украинка. Кстати, она говорила на чистом польском, что вы понимали, это Ишка полностью перевела, я с помощью Ишки перевел, и он ей на польском говорит, и она на польском, то есть я специально перевел на украинский. Вот, и вот смотрите, то есть просто разбивается вся мифология, вот которая там, вот эти генераторы ненависти, которые там есть, да, там в лице Гжегожа Брауна, писовцев, там части писовцев, как бы там конфедерации этих, вот. То есть украинка, которая с 4 детьми там, вот, она сама обеспечивает семью, пашет, как бы работает, она говорит, что у меня нет никаких проблем, у меня нет, она говорит это все на чистом польском, она там еще без акцента разговаривала, как бы там, да, вот. И тут в концовке как бы еще вот этот коронный вопрос, а где что вы ваши мужики, то есть как бы вас тут, может быть, они тут ну, типа прячутся, как они там недовольны, там тоже генерируют вот эти мифологию, это все по поводу того, что украинцы богатые, они тут, короче, вот ездят, все, на всех хер ложат, как бы там, да, и удивляют поляков, что у поляков же тоже стереотип образовался, что украинцы обязательно должны там на яблоках работать или где-то стоять раками, и вот это вот как бы весь уровень, который есть у украинцев. А тут, оказывается, есть богатые украинцы, которые еще имеют наглость там ездить на каких-то дорогих машинах, вот, и покупать квартиры, вот. И тут только она еще говорит, что у нее еще и муж погиб. Вот. И это просто как бы ну, сносит вообще все. Вот эту всю аргументацию. И это показательный момент, потому что конкретика в таких вопросах это, ну, это убийца вот этой вот тупорылой мифологии. Ну да, да. Вот. И так. Давайте линки пишут мне на такие видео, мы будем лайкать правильный контент, который у них. Ну, так я, в принципе, как бы даю. Я даю, и я буду давать я буду на польский, как бы это, буду давать еще на польский, как бы там, да. То есть буду давать для наших, там, на украинском, на русском, и давать ссылку на польский, для того, чтобы вы шли, там, писали комментарии, там, и все остальное. Потому что это лучший способ, ну, противостоять идиотизму. Причем универсальный, у нас точно такой же. Да, так все люди одинаковые, условно говоря. Ну, все люди организованы по-человечески. То есть, поэтому вот эти бабушки, тетеньки, женщины, они везде плюс-минус одинаковые. Это не национальные какие-то особенности, что есть какие-то злые нации, добрые нации. Там есть нации, есть люди, которые просто не нации, а люди, которые отравлены какой-то хренью. Да. И вот эта отрава может быть настолько мощной, что вот эта граница, она даже не срабатывает. Это когда вот эти вот все ситуации насилия, это когда человек, вот этот абстрактный уровень, стереотипный, из него выходит и видит буквально вот этого украинца, ну, эти польские все ситуации, в проходящем мимо человеке. И вот того украинца, который там поляка врезал. Вот это сумасшествие, это когда слои сдвинулись. Угу. То есть вот когда человек полностью охвачен вот этим уровнем стереотипным, нереалистичным. Это сумасшествие реальное. Что он живет в каком-то сценарии, он теперь все окружающее видит как проявление вот этих примитивных
Все, теперь нормально. Все, фазу нас выбило, но, короче, сориентировались. Техническая подготовка советская есть, догадались, короче говоря, куда какую розетку приткнуть. Вот, значит, мы шли на чем? Ты об инопланетянах. На инопланетян, да, там этот фильм, и там и Николь Кидман, по-моему, играет, я не помню, где она поняла, что значит, инопланетяне безэмоциональные, когда они вселялись в человека, то важно было не показывать эмоции. То есть люди сориентировались, те, которые выжили, они сориентировались, что, ну, если там вокруг кого-то начинают паковать, избивать, то нужно идти вот мимо, как бы там, да, не проявлять никаких эмоций, типа, и ты свой. То есть, как бы инопланетяне, они, типа, как бы безэмоциональные, молодец. А только там подпотел, какое-то, как бы, проявление. Вот. И все, как бы, прогулки, передвижения по захваченным инопланетянам, там, как бы, городам, планете, там, они сводились к тому, что человек все время, вот, как бы, он сканирует, выбирает, там, это, так сказать, вот тот или не тот персонаж, который представляет угрозу. И вот то, что ты описываешь, это вот они, по сути, ходят как бы только наоборот. То есть они сканируют, выбирают там, да. Да. Вот. И ново. Это же как бы в нацистской Германии, там, в Советском Союзе, ну, по большому счету, во всех сообществах, не только тоталитарных, вот, там, Вирджиния, там, в 18 веке, там, да, когда ведьм искали каких-то там, которых там женщин же тоже полили там аж бегом, вот, по каким-то проявлениям, там, да, только вот картинка сложилась, типа, ага, понятно, значит. Ну, тут нужно понимать, как бы есть вот эта одна тема вот этих уровней, она важная, потому что человек, который может различать уровни, то есть а потом сейчас по поводу вот этих поиска врагов, что имеется в виду различать уровни? У нас в сознании, ну, картинки, они одинаковые картинки, что я тебя вижу. Ну, для меня, вот ты Юрий Романенко, когда я там уйду, да, отсюда, я подумаю, Юрий Романенко, я же не буду видеть тебя во всем многообразии твоей жизни, у меня какой-то образ тебя есть. Вот. И в моем сознании также вот Юрий Романенко образ, а вот образ бриты, американцы, они на одном уровне все расположены. Пиндосы какие-то, да. То есть, по сути, на психике это все картинки, ну, образы. И человек, который не различает, где конкретика, где абстракция, ну вот нету этого развлечения, является хорошей жертвой, а это обычно нормальный человек, потому что развлечение абстрактных слоев от конкретики – это уже хорошая образованность. Это совершенно человек, ну, как бы доступный для воздействия. Что имеется в виду? На этом абстрактном уровне из-за нашего воспитания, из-за того, что мы с тобой взрослые, прошли школу и так далее, обработку, у нас там уйма образов. А часть образов подпитаны художественными произведениями так специально, чтобы мы их переживали, как будто бы это нас там резали. У нас этого полно, потому что у нас история есть, мы учились. И, соответственно, дальше некий манипулятор, то есть вот он знает, например, у Юрия Романенко есть такие-то переживания. Ну ладно, даже не Романенко интересует, а вот у всех условных поляков, у всех условных украинцев есть какой-то набор, вот ты сказал, заархивированных файлов. Они что не исчезают, эти файлы, они просто заархивированы. Осталось теперь просто понять, как их вытащить наружу, спровоцировать. В том смысле, что ты не можешь манипулировать чем-то, чего в психике нет. Оно должно сначала там либо поселиться, а самый простой вариант не селиться, это поискать, что там уже было поселено. Ну, все знают, что была Польша, что была Волынская резня. Можно раскрутить? Можно. То есть, ну и так дальше. Соответственно... Подожди, извини, и тут же очень важный момент, потому что у них это заархивировано, а тут не заархивировано, потому что этого не было. Ну, то есть, как бы... В нашей культуре, да, для нашего такого пересечного громадянина, что за волынская резня? То есть, там даже на Волыни, как бы, там не все об этом знают, там, да, потому что, ну, там, люди, проезжающие, я уже рассказывал этот случай, люди, проезжающие мимо Гаевого, вот, если ехать с Луцка в сторону, господи, Маневичей, там где торф, как бы там, да, вот, на Варшавку, там трасса есть, которая проходит через Колки, вот Колки это было Середа Купа, как бы там был огромный там их центр, там, да, вот, а от Колок ближе к Луцку, где-то километров 25, то есть посередине между Колками и Луцком, было Пшебража, огромное село, в котором, вот когда была эта Волынская резня, Волынская трагедия, в 1943 году там собралось 15-20 тысяч поляков. Так вот, ты по трассе, когда едешь, там стоит такая скромная, это Гаеве, село Гаеве, вот.
И, конечно, ни мои дети, ни кто-то там еще, кто живут вокруг, они в массе своей не имеют представления, что когда-то было Пшебраже, Преображение, как бы, да, польское село, в котором тысячи поляков спасали, сбежали туда, собирались, у них там была как бы какие-то отряды самообороны там, и так далее. И потом после войны, поскольку они все уехали, Сталин же переселял как бы там туда, так же как поляки переселяли там в рамках операции Висла, и плюс происходил обмен там украинцами, там поляками, вот, то село исчезло. То вместо Пшебража появилась ГАВ, которая сейчас абсолютно маленькая. А в этом смысле, вот так, как ты рассказываешь, соответственно, очевидным становится, что такое название, как Институт национальной памяти, это большая ложь, обман, потому что это не память. Это конструкты, которые избирательно достаются и раскручиваются. Это не является памятью в прямом смысле этого слова. Это под названием памяти мы это помним. Так же, как вот, если мы не помним, до сих пор там, большинство украинцев не знали, что такое Волынская резня. А опять же, теперь возьмем феномен УПА. Там, условно говоря, до 90-го года, до 89-го года, большинство украинцев не подозревали, что такое УПА. Вот если кто вспомнит, там 88-й какой-нибудь, 85-й год. Это вот на таком же уровне, как сейчас Волынская резня. Что такое УПА? Что такие бандеровцы? Что-то такое там где-то вот что-то было. А потом появилась литература раскручивания, и оно раскрутилось и типа память, это не память, это конструкт еще раз. Это раскрутилось именно как герои. Естественно, раскрутилось в течение, вот ты говоришь, 15 лет с Волынской резней там в Польше, а тут 30 лет с УПА, бандеровцы и так далее. Дальше зациклилось на героизм это все. И тут тебе вдруг говорят, что подождите, это не герои. Понятно, что это надо быть достаточно умным, чтобы пытаться разобраться во всем этом. Да? Обычно нормальный человек это возмущение. Да, то есть нужно поехать. Вот как я прочитал книжку польскую книжку про эти события. И для меня это стало, я просто садился в машину, поскольку человек дотошный. Вот, и там, когда мы летом были на Волыни, там, да, то я мог поехать по окружающим селам, как бы вот буквально брал эту книжку, вот, и находил на карте это село, потому что многие поисчезали села, как бы, там, да. Вот, там едешь озеро, как бы, там, да, допустим, есть село Озеро, понимаешь, справа, вот мы ехали последний раз там с дочкой, говорю, справа, вот там был замок когда-то, как бы, которого сейчас вообще никакого замка нет. еще перед Второй мировой он был, а сейчас его нет, потому что а где же там замок стоял там, да, вот, и для того, чтобы это все понимать, вот этот ландшафт, как бы, в котором мы находились, это нужно тратить время, это нужно тратить усилия, разбираться. Языки еще, как бы, там с разными языками приходится, как бы, потому что там разные названия, там, да. Вот. И тогда оно для тебя играет, потому что я вот здесь, для меня дорога превращается, я еду, понимаю, что вот в этом городке проходили такие события, тут вот убили столько-то человек, как бы там, в этом городке проходили, тут наши отбивались, условно наши, как бы там, украинские селяне, которые жили, тут поляки, наоборот, наступали. Едешь по Польше, вот Польшу я, в принципе, очень хорошо исколесил, там, и Восточную Польшу, там, особенно, я там ездил по всем, с начала нулевых, по сельским дорогам, я люблю просто ездить и смотреть, что ты едешь. Первая колония, как бы там, вторая колония, ты ближе к границе уже с Украиной там современной, да? Третья колония там, ты задаешь вопрос, какие колонии? А раньше здесь были украинские села. И в этом украинском море появлялись польские колонии, они такие назывались, колонии, на которых были вот эти вот осадники. Польские села в Польше современные, это бывшие колонии в украинских середовищах. Получается, то есть в этом безбрежном украинском море, которое в современной Восточной Польше, как бы, вводили институт осадников, так называемых, это солдаты бывшие, ветераны, там, условно, там, да, вот, офицеры там какие-то, вот, которые должны были играть роль, так сказать, управляющего звена, там, да, и они таковыми и были, вот. И для тебя это все, если ты этого, для поляка, который там ездит, я уверен, что там он там 80 лет после этих событий ездит, для него, для многих это вообще как бы, да, особенно для молодежи, там, для людей более старшего возраста, это еще играет какими-то там красками. Там, а современный там человек, которому 20 лет, там, или 25, или 30, для него это просто название, как бы он даже не задается вопросом, какая там колония. Хотя, может быть, Польша более исторична в этом плане, потому что там, как бы, вот они с историей умеют очень хорошо. А тут дело даже не в истории, а это просто тема травмы. А раз тема травмы, ее, Не тема, там не вопрос травмы, а дело в том, что они очень хорошо работают с историей. Например, они в Австрии тянут тему с этим Яном Собесским, который спас
как бы там Вену. Вену. Вот, и они там проводят всякие мероприятия, все, что связано как бы там с наследием, вот, о польской культуре, хотя там Дональд Туск, когда выступал там и рассказывал там про польских королей, там на одном из последних выступлений, я, кстати, тоже его перевел, выложу завтра, может, послезавтра, и он говорит, там, такой-то король, даже на польском не разговаривал никогда, он вообще как бы, да, там другой король был из шведов, как бы там, да. Там же французский король был этим. Да. Вот, Генрих III. из Бурбонов, как бы там, да. То есть он приехал, как только была возможность смыться когда там это 60-е годы 16 века, там, Да. или 70-е, как только предоставилась возможность смыться, как бы, да, он сразу бросил Польшу и домой, как бы, вот, с этих кресов, как бы, западной цивилизации. Потому что Польша тогда кресами была, как бы, ну, в том восприятии. Как Украина там была восприятие поляков кресами, то как еще накануне французской революции, извини, много говорю, сейчас закончу. Накануне французской революции, значит, одна баронесса из Франции отправилась в путешествие по Европе. Вот она поехала через Вену, через Австрию и перебралась в Речь Посполитую. И вот она описывает, что как она переезжает границу, что типа все, там цивилизация заканчивается. Вот на границе с Речью Посполитой цивилизация из Австрии переехала, заканчивается. Ее потрясло просто вот в Варшаве какое расслоение было. То есть палацы вот эти вот шляхты, магнатов, да, сопутствовали с такими дикими лачугами, там, ну, как где-то в Юго-Восточной Азии, там, да, вот. И она оставила после себя мемуары, там, где вот это вот читаешь и, ну, до боли все знакомое. Ну, вот просто ты это все очень хорошо эту всю среду понимаешь. Ну, да. И вот завершая эту тему вот этих уровней, я говорил, что хороший пример, я вспомнил фильм «Формула любви». Там же доктор – это человек, у которого полностью отсутствует абстрактное мышление. Он настолько конкретен, что он не поддается никакой манипулятивности. Невозможно манипулировать. А молодой парень, вот этот, который там один из главных героев, у того совершенно нереалистичное такое фантастическое воображение. Колевоз тогда приезжает, будем работать с ним. Да. То есть, потому что там есть фантазия, за которую он готов будет заплатить все. Как он, пробуждение чувственных желаний. Да, пробуждение, что-то такое было, да. И потом исцеление же происходит, когда он из этого всего возвращается в реальность и видит реальную девушку. То есть вот эти уровни, смотри, большинство людей, подавляющее большинство людей совершенно не защищены, имея высшее образование, потому что мы видим, что это слабоумие народное, оно же касается не просто людей, как бы, условно, необразованных, это люди с высшим образованием, а также представители элиты, журналисты, там еще, как бы, ну, люди, по идее, которые пишут тексты, интеллектуальным продуктом занимаются, у них тоже никакой защиты нет. То есть вот это вот пробой между конкретикой и фантазией, то есть фантазмами, ну, совершенно спокойно это можно сделать. Вопрос, тебе нужно просто добиться, чтобы тот образ, который там, знаешь, в головах есть, чтобы его зациклить на переживание, чтобы эмоцию вызвать. Ну, как вот как строилась курс русской литературы в Советском Союзе. Ну, же не литературу изучалась, ты должен был это пережить. Прочувствовать, как народ мучается, еще что-то, чтобы у тебя гнев возник, и гнев четко зацикленный на этот стереотипный образ. Угу. Чтобы потом тебе можно было сказать, вот этот вот стереотип, вот он конкретный человек, его иди убей. То есть дальше логика очень простая. Как только ты насыщил своими эмоциями, когда натуральные, живые, стереотипный образ, достаточно мне теперь указывать, кто является представителем этого образа. Угу. Как, ну, представитель, так сказать, буржуазии. Буржуазии, да. Вот он конкретно этот. Вот, это тот, из-за которого вот эти все погибли, вот его и убьем. Вот простая логика, да, как бы, ну, простая логика манипулирования. Связка идет между этими двумя уровнями через эмоции. Вот поэтому у тебя там пример эмоций, да, то есть когда эмоции есть, ну, их нету эмоций, все, то есть это как бы машина такая. А если ты эмоции испытал к тому, что ты сам не переживал, например, ну, подавляющее большинство наших жителей Украины никак не переживали ужасы Второй мировой войны. Но моя мама помнит еще. Моя мама помнит еще и помнит, как какой-то там немец приходил к ним там, в землянку, куда их выселили те же немцы, и приносил для больного там, деда, прадеда какие-то препараты медицинские. Она помнит, что он ей помогал.
Мгм. То есть это конкретный, вот не в смысле, что все немцы молодцы, вот он конкретный. Она знает других немцев, которые расстреляли детей там в школе. Ну, не в школе, в селе. Я бабушку, у меня одна из бабушек, я специально записал, уже была такая возможность, я жалею, что первую не успел записать, потому что не было возможности, камер тогда еще не было, как бы там, да. Вот. А на вторую я специально записывал, она мне рассказывала про оккупацию, про Голодомор, там, про вот эти все вещи, как отец уходил в 41 году, точнее говоря, мимо пробегал, заскочил домой, дети спали, она была самая старшая, он ее поцеловал, она единственная проснулась. Вот. И это была последняя, когда она его помнила, последняя встреча, потому что, говорит, потом его там под Попельной где-то видели в рядах пленных, и все, он пропал, и до сегодняшнего момента как бы там неизвестно. Вот. И я это делал специально для потомков, чтобы они понимали, что через какие сложности проходила, через какие жизненные истории проходила Ну, семья. потому что одно дело история в учебнике, это взагалі, чей-то взгляд. Другое, вот они конкретные люди, они ж конкретные люди переживали конкретные Да, і там события. бабушка сказала, що прийшли наші, там в 43-му році прийшли наші. Я специально как бы на этом акцентировал, почему ваши, как бы это, потому что уже все эти дискуссии были, она еще была жива. Вот, и наши, то есть у них четко фиксировалось, несмотря на то, что Голодомор, несмотря на оно фиксировало, что это наши, они отличались от немцев, потому что немцы то-то, 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 как ее били за то, что там не выполняли трудодни там какие-то, которые немецкие там устанавливали, чуть не расстреляли там один раз. Первую бабушку мою тоже чуть постреляли, как бы там немец второй просто пожалел, ударил по автомату, и очередь пошла мимо, она с ребенком была уже в 43-м. Вот, поэтому это, как бы все оставляет прошивку соответствующую. Ну да. Вот. Так. Я соглашаюсь, пишет тут Пини, что нужно стремиться к объективности, но рядом живут миллионы людей, которые не стремятся к этому, которые создают мифы и легенды. Нет, друзья, мифы и легенды создают не эти люди. Да, это... Мифы и легенды создают специально обученные люди, которые понимают, как мифы и легенды работают с необученными вот этими вот людьми. Вот. И поэтому тут вопрос заключается, как этому противодействовать, что можно этому противодействовать. Обычно нормальный человек, вот давай честно скажем, не сможет этому противодействовать. Ну вот не сможет. Это потому что оно красиво звучит, а давай поможем людям не противодействовать. Чтобы этому не противодействовать, это должна быть такая тренировка ума внутренняя, чтобы я мог... Вот представляешь, вот этот пример, который я сказал, женщина, которая вот среди инопланетян, ей нужно контролировать эмоции. Ты представляешь, какого уровня организация внутренняя должна быть, чтобы не то, что не сказать слово там, блядь, а чтобы у тебя потник покатился. Это очень хорошо себя нужно знать, да. Понимать и уметь управлять своим состоянием. Да. Я вообще считаю, что для нормального человека, для человека, который живет в социуме, один из ключевых навыков – это управление своим состоянием. Где ты видел такие курсы, чтобы этому учили? А что такое управление своим состоянием? Чтобы управлять своим состоянием, мне же нужно понять, как я вообще работаю, как мысль влияет, восприятие, как вот то, что я вижу, вдруг стыкуется с образами памяти, переживанием. Это все нужно понимать. Как другие смотрят на тебя, как ты меня видишь, почему ты нашел с твоей еще стороны посмотреть. Как потом это взять, эмоцию расслабить, за счет чего? Дыхание, как тело с этим связано. Это же весь комплекс нужно знать. Как это можно вот так вот взять и рассказать, и люди будут защищены? Не будут защищены. Ну, просто в следующий раз будет вброшена новая тема, эмоция, и все. Да, поэтому в данном случае коммуникация может быть только с государством и людьми, которые в государстве управляют. Потому что они подают сигнал, по сути. А у нас власть опирается на тех людей, которые создают фантазию вот такую же польского уровня, только нашу националистическую фантазию. Ну, в чистом виде, что нашла коса на камень. Мы просто-напросто, Польша и Украина оказались в наше время, когда есть Россия, и тогда была Россия тоже, в конфликте 43-го года. Это же надо вот так вот нырнуть туда. Хотя, строить другую жизнь сейчас, все по-другому. Нет, такой раз, щелкнули, и все там. Я просто расскажу еще одну историю, которая имеет более отдаленную ретроспективу, так сказать, но тоже касается Украины и Польши, и тоже касается России, и как русские тоже на этом играли, потому что, значит, 1789 год, 1789-1790. Польская, там начиная с 1788 был создан Сейм, который
начал революционные вещи. То есть они начали как бы вот в духе французского просвещения, даже опережая с некоторым как бы его... Да, там же Конституция была. Конституция, вот это они все делали. Вот. И они искали, как отцепиться как бы от России, потому что Россия после, значит, первого раздела в 1772 прошила как бы польскую государственность институтами, которые находились под ее управлениями, давала гарантии безопасности под такую конструкцию, которая гарантировала, что Польша не побежит быстрее, чем необходимо, и можно держать ее постоянно на коротком крючке, до того момента, когда не вызовет какая-то ситуация, когда Польшу можно будет разделить или как-то употребить. Или, ну, короче говоря, Россия употребляла темпом развития польского государства. И они это понимали. И польское государство в 70-е, 80-е годы бурно развивалось, население резко увеличилось, экономика бурно росла. И вот они начинают попытку этих реформ, попытаются спрыгнуть как бы с российской иглы, пытаются договориться с немцами, пойти как под их гарантии. Немцы потом как бы типа дают им эти гарантии, потом это кидают, они там с австрийцами пытаются договориться. Короче, со всеми странами, которые делили Польшу в 1772 году, но пытаются как бы расширить при этом субъектность. И восточная часть Польши, то есть Украина, да, вот, она как бы оказалась в ситуации, когда там постоянно после событий Калиевщины 1768 года польская элита и вообще поляки с ужасом ждали, что будет повторение. И им все время казалось, что вот оно начнется как бы там. И поэтому они там превентивно, значит, всякие карательные операции, там несколько десятков человек убили, некоторых там живьем четвертовали, там сожгли. Ну, короче говоря, всякие страшные вещи, хотя по поводу просвещения как бы там все происходило, вот, потому что был ужас вот этот вот перед этим происходящим. В результате это привело к чему? Привело к тому, что Россия, она использовала такие моменты и потом как бы противоставляла, условно говоря, чернь, сельское как бы население, шляхте, как бы магнатам, там, да, когда уже имплантировала Польшу в себя, ну вот. И таким образом действовала дергала за ниточки. И поэтому оно вот поднимается, как бы оно периодически поднимается. То есть Волынь была не на пустом месте. Ну, она была как следствие ошибок поляков при Пилсудском и после Пилсудского, так и следствие того, что было там еще в 18 веке, в 17 веке. Вот, когда они как бы играли на это, она была внутри государства, но они относились к схизматикам, там, к православным, как к людям второго сорта. Ну, да. И это сидело, и как бы понимание этого со стороны россиян, глубокое понимание, точно так же, как со стороны немцев, которые тоже постоянно изучали там, Западную Польшу там, и вообще Польшу, потому что они с ней имели отношения, и постоянно играли как бы в свои игры. Вот это позволяет, как бы, имперские нации этим отличаются. То есть там, где для условно говоря, украинцев, поляков боль, для них это инструмент. Они понимают, что вот здесь вот можно, как бы, на боли можно очень классно как бы играть. Ну тут вот я тебя тогда перебил, ты говорил вот о поиске врага там и так далее. То есть почему ресентимент, ну то есть в основе ресентимента лежит боль, страдание. Почему это легко вот как бы так работает? Дело в том, что человеческое я, эго у ребенка, оно формируется в акте боли. Ну, то есть ребенок изначально, не берем даже беременность, там роды, там, где разрыв идет, а ребенок изначально соединен с матерью психически. Формирование личности ребенка идет через разрывы, катастрофы, в которых ребенок обнаруживает, что он и мать не одно целое, что мать как-то не ведет себя так, как оно ожидаемо. И в момент боли и разрыва он переживает как бы вот себя отдельным и мать отдельную. Получается, что все человеческое «я», вот наше «я», не сущностное, да, какое там, не суть какая-то глубинная, а вот эго-я, оно растет в боли. То есть боль в основании эго, оно естественным является. И это та боль, на которую ты не можешь, как ребенок, отреагировать. Ты не можешь ничего сделать, как бы отомстить, никак. Эта боль всегда есть. К ней всегда можно апеллировать. У тебя всегда есть страдание. Страдание в основании твоего «я». Такое сущностное практически. А как отреагировать? Ты же уже взрослый, ты же можешь дать в морду. Ты же теперь можешь отомстить. Но понятно, что это уже не про маму. Теперь надо в эту матрицу подставить фигуру, да, какую-то другую. И в акте мести возмущения, вот почему так захватывает ненависть, месть и возмущение? Потому что в этом акте человек чувствует себя субъектом.
Цельным причем. Цельным, вот именно цельным, никаких сомнений. Враг ясный, понятный. И я сейчас нанесу удар. Пойду этому памятнику снесу голову. И эту книжку разорву. И вот эту женщину, которая идет на украинском языке, говорит, я по затылку ее сейчас шарахну. То есть в этот момент человек переживает акт цельности, субъектности, ну типа субъектности. Или как они приходят в комментариях, там мне на польском, на моем канале пишут, ну вот эти все браунисты, как бы там, да, или русские боты, я не знаю, вот, пишут, что типа, когда вы начнете проводить эксгумации, ему пишут, эксгумации проводятся, вот тебе как бы ваши журналисты, не проводились, которые ездят, вот прямо сейчас вернулся с эксгумации, потому что дали добро. Мы, на самом деле, это было большое упущение украинского государства, что это я помню, знаешь, когда вот, ты говоришь, большое упущение, я помню, это же недавно было, эти разговоры, типа, мы сейчас почему не даем, там какие-то эксперты говорили, разрешение на эксгумации, потому что это повод для националистов будет раскрутить это дело. Ну, в смысле? Но если вы не даете, это такой же повод. Конечно. Лучше возьмите, разрывайте это все сами, Конечно. и говорите, мы принимаем, признаем. Я помню эти слова, что давайте не будем сейчас давать разрешение, потому что там выборы идут, чтобы националистам не давать повод. Вот это уровень стратегического мышления. Да. Ну, если ты не даешь, ты сформируешь противостояние. Все. Конечно. Поэтому это чисто психологически, почему обращение к ресентименту такое действенное. Потому что ты массе, огромному количеству людей даешь ощущение, что они могут осуществить акт справедливости. И самое главное, знаешь, еще один момент. Вот буквально дня 3 или 4 назад смотрел репортаж один, что там есть одно село на Волыне, где было подозрение, что там огромное количество жертв было. Ну, потому что в польских источниках там фигурирует 100 тысяч, как бы там наши говорят меньше. Вот, истина, наверное, где-то посередине. Но суть заключается в том, что там начали проводить эксгумацию, много чего раскопали и практически ничего не нашли. То есть, и получается, что мы, имея возможность вот снять это все как бы на уровне фактажа, уже давно бы перерыли потом Волынь, установили бы, сказали, да, погибло, я не знаю, там 50 тысяч, 30 тысяч, 100 тысяч поляков, я не знаю, там 70 тысяч поляков и украинцев, потому что украинцев тоже погибли. Там тысячи, может быть 20 тысяч, может быть 15, может быть 10, никто точно не знает, потому что есть еще Закерзонье, вот эта линия, которая как бы на польской территории осталась, там, где было украинское море, которое стало польским, потому что украинцев туда физически вытеснили, либо переселили, либо убили, либо отправили в Советский Союз на территорию Украины. Смотри, решения этих всех вещей, они простые и примитивные, вот это до ужаса простые. Но они не могут быть сделаны, потому что все живут в фантастическом мире. Ты сейчас про Волынскую, Ровенскую область рассказываешь. Я просто, так получилось, там бабушка дочки, значит, это севернее Житомира. Вот прямо на север от Житомира. Вот так вот в дебри там заехал, там тоже польские села. Я спрашиваю, там, а что это за странное название? Сейчас не помню, могу на карте посмотреть. А це було раніше польське село, там поляки жили. И заезжаешь, там еще церковь такая, типа, не католическая, но что-то такое, вот католическая, протестантская стоит. Ну, так за Святошина там начиналось... Вита Почтова. Да, Вита Почтова, это же таможенный пункт был. Да, это же все начиналось, это все была Польша до второго, ну, вот это в Житомирской раздела. области, во время Второй мировой войны, вот на севере от Житомира, там были польские села. Короче, раскрутить это, вот почему ресентимент так действенный. Потому что, а когда у тебя не на чем, нету другого полюса, на чем быть героическим, да, то есть на каких-то свершениях, то эта боль всегда есть. То есть к этому всегда можно апеллировать, не надо какие-то свершения достигать, чтобы потом на них опираться. Ты можешь всегда в любой момент стимулировать эту боль у всех, привязать эту боль, которая чисто психологическая, психическая, связанная с детством, привязать ее к этому уровню стереотипов. Дать потом художественное произведение, фильмы, курс литературы, курс истории, чтобы дети и люди пережили это. Для этого делается Институт национальной памяти, который эту херню распространяет, специфическую херню, то есть специально манипулируя. Кстати, этого люди выходят из всего этого процесса, не различая, что их переживание – это не память, это не факты истории. Это процесс обработки. Ну, как в советское время, там, 23 февраля, героический первый бой советской армии. Какой бой? Что там за бой? Никто не знает, что это было. Ну, вот. Или там битва на Чудском озере. Тоже было это с рыцарями. Ну, все ж как я помню, у меня родственник есть в России, как-то я что-то с ним обсуждал, там дискутировали когда-то еще до войны. Ну, ты же фильмы видел, там же в фильмах все показано.
есть на полном серьезе человек говорит, там же в фильмах все показано. Вот получается, это очень легко возобновляемая история. Если Да. есть, тогда возникает вопрос. Вот мы говорим, на личном уровне человек не защитится, если он специально не работал. Вот на государственном, ты говоришь, то есть на уровне действий политиков там, и так далее, можно ли? Можно. А каким образом? Это надо было бы не просто, чтобы вот Кучма и Квасневский поговорил, это чтобы в школах, вот это хорошее название было, по-моему, Касьянов в истории книга «Разрыта могила» про Голодомор. Хорошая тема, когда ты поднимаешь, почему нужно говорить об этих вещах, поднимаешь эти сюжеты и так их препарируешь, рассматриваешь со всеми личными этими историями и так далее, что оно теряет вот этот вот фокус цельности, что оно становится какой-то драмой, чи сложным событием, ты потом не можешь с ним идентифицироваться. Что оно должно быть рассмотрено. Кстати, я вот знаешь, о чем подумал, что вообще вот очень важно очень важно то, что в польском, допустим, кинематографе, там, да, в нашей меньшей степени, потому что вообще по многим направлениям У сложно, нас его практически нет. сложно назвать кинематографом, там, да. Вот. Но у поляков же, вот заметь, уровень значит, отношений между Украиной и Польшей очень четко фиксируется в кинематографе. Потому что давай вспомним «Огнем и мечом». Да. Да? То есть какой основной там два главных героя, там, да, по мотивам Багун и этот. Багун этот, там, да, и поляк этот. Вот, и это прекрасная полька, за которой они там рубятся. И главный нарратив какой? Что один народ, в рамках, не один народ, а, скажем так, одно государство объединяет разные народы, вот, братские, и это фиксируется там в самом начале еще, там, да, когда они танцуют там в этом, в этом подворье, там. Вот. И в конце Ежи Гофман дает, что пока мы тут чубимся, то на востоке поднималась Москва, которая потом рухнула и Украина, а потом рухнула и Польша, да. И вот оно проходит, вот эти нарративы 90-х, там, нулевых, там, да, как они видоизменились, и появилась Волынь. Как триггер, это то, что нас вообще не отрефлексировали. То, что я уже обращал на тогда внимание, я вообще обратил внимание на это все происходящее, когда регионалы начали ездить в Варшаву, начали требовать, чтобы Польша признала УПА там какой-то организацией. В то время как регионалы там толкали свободу, там, и пускали и на Интер, там, и там масса, там было примеров взаимодействия, там, которые уже 250 раз освещались, с Клюевым, там, и остальными Левочкиными, другими там регионалами. Вот. Такая тема УПА и националистов, которая была развернута также стремительно, одета на всю Украину, и сам термин «бандеровец» и «бандеровец» — это же советское произведение. Да. Это чисто Советский Союз создал образ, который тут же... А у нас реакция: раз им не нравится, значит мы будем бандеровцами. Такая реакция идиота. То есть, ладно, есть умная реакция. Помнишь сказка про братца-кролика и братца-лиса? Братец-лис, не бросай меня туда, братец-кролик, в кусты, там колючки. Там, да. Он и бросил. А братцу-кролику только и нужно было этого. А у нас просто такая тупая реакция. Вот если русские что-то делают, говорят, значит мы будем напротив делать. Так это же понятно, очевидно, что раз вы так делаете, то я понимаю, как вами можно манипулировать. Ну и взяли, развернули целую модель дальше, у нас в Украине, соответственно, дальше достаточно просто ты то же самое подживливаешь в Польше, и все. А теперь попробуйте договориться. Как теперь договориться? Да. Как ты? Никак ты не договоришься. Это обе стороны должны будут сделать вот то, что я сказал, радикальный перепросмотр, залазение во все эти историческую память и разворачивание этого всего. Отсекание крайностей таких, отсекание политика. Потому что в Польше, на самом деле, государство сейчас, оно начинает они действительно пытаются это сделать, и прокуратура начала жестче работать. Я просто знаю, что у поляков установка, правительство Туска дало установку, просто рубать это все по полной программе, наказывать, насколько для того пресекать, там, маневрировать, разъяснять там, и так далее. Потому что они понимают, что это крайности до добра не доведут. Вот. Но тут заключается вопрос, насколько большая часть польской элиты в эту игру втянется, потому что у них же там условно треть ненавидит премьера, треть ненавидит
президента, треть ненавидит всех. Как бы, и вот там треть, которая ненавидит всех, это вот как бы туда проунисты, конфедерация, как бы, которые там пасутся в надежде, что разорвать и тот, и другой лагерь. Вот. И вот ПиС, который полез в этот радикализм, он уже фактически развалился, потому что они настолько заиграли, что часть поняла, что они потеряют центр, следовательно, потеряют все, на чем как бы их держится, потому что электората в центре больше, чем крайнего электората, который конфедерацию уже подобрали. То есть ты или становишься частью конфедерации, вот этих двух, пророссийской Жегежа Брауна, как бы, и популистской Мэнсона там, и остальных. Вот. Или ты думаешь, как пересобираешься. Моровецкий там начал этот маневр для того, чтобы пытаться пересобрать, но походу, скорее всего, там свою партию создать или еще что-то. Вот, будет. То есть у них эта работа ведется. А у нас эта работа, то есть у нас как бы с одной стороны, ну, государство, оно не националистическое, потому что у него, ну, как бы представители, там, вся правящая элита, но она не об этом, они на это смотрят. Это хозяйственники. На инструмент. То есть они по поводу бабла, ну, а это все инструмент, и там вот это вот, да, вот это что-то хотят, надо им дать, типа, как бы там, вот, ну вот, нате, как бы, потому что это гарантирует, что получишь какие-то электоральные голоса, как бы там. Да, тоже сплочение людей, ты как бы вот, ну, обычно традиционное сплочение людей перед новой угрозой. Раньше был Путин, теперь еще поляков добавили, и можно теперь как-то на этом сплачиваться. Но нейтрализовать это можно, но каким образом? Вот это вот чем-то должно было быть похоже на процесс денацификации в Германии. То есть все эти темы глубоко, вот, полноценно раскрыты во всех деталях так, чтобы невозможно было сформировать какой-то один вектор ненависти какой-то там, да? То есть показать драму всего этого процесса и выйти на какие-то смыслы, на решения. То есть увидеть все эти, вот ты сейчас рассказал, 3 силы в Польше. Ну смотри, берем Украину после Хмельницкого, 3 гетьмана. Все те же самые сюжеты происходят. Турецкий, польский и этот, российский. Но ты же не забывай, что они все, походу, они осуществляли дрейф. Да. Вот, они осуществляли дрейф от одного как бы лагеря к другому, потом, ну, Дорошенко там даже тоже, Да. уже изначально, он к туркам же пришел, почему? Да потому что, ну, уже некуда было как бы бежать. Все, там невозможно, побежал туда. Вот. Точно так же, как и Мазепа, ну, он же как играл там, он же не собирался к турецкому султану там заканчивать жизнь там больным, как бы, ну, он не об этом думал. Собственно говоря, у него и с Петром прекрасные отношения были, да, пока там не создались другие условия там, да, вот, поэтому тут вопрос вот такого характера от нашей аудитории. Критическое мышление способно спасти от эмоций мифов или нужно что-то другое? Потому что часто встречаю комментарии типа «граждан нужно учить критическому мышлению, тогда заживем». Но у меня подозрение, что это тоже часть мифов. Что скажет это миф чистой воды. То есть это еще один маркетинг. Это вам продают критическое мышление, вы пошли на курсы. Есть одна тема – мышление. Мышление включает в себя разные процедуры. Анализ, ну, собственно, критика, да, там, значит, синтез, там, ну, короче, разные процедуры есть в мышлении. Критическое мышление – это маркетинг чистой воды. Как может быть критическое мышление? У тебя либо есть мышление, либо его нету. Да. То есть нужно людей учить мыслить. Если мы 50 лет такое, бах, бы мышление проснулось. Такое, знаешь, ну, да. дремлет, как вулкан. А все эти, скажем, курсы по критическому мышлению в большинстве случаев это идеологические курсы, где разбирают конкретные темы, показывая, то есть деконструкцию делают. Но ты не будешь мыслить при этом. Тебе просто показали, что вот это все, вот эта херня. Когда пойдет следующая тема, у тебя же мышления нет, ты не различишь просто. Вот я даже на примере сказал, смотрите, про курсы, да, там, обучение мышлению. Вот пример какой, что нужно научиться различать, например, эмоции, мысли, образы, личный опыт и фантазмы. Вот это надо различать, как минимум. Что если я различаю, вот он ты, а вот он образ, вот я тебя вижу, а вот мой образ фантазийный. Это же мне нужно какие-то критерии, чтобы различить. Вот это вот ты, а это фантазия моя.
как о книжке сейчас выходит о критическом мышлении? Что вам книжка это поможет? Ну, там просто рассказывается, там не о мышлении, там берутся примеры и рассказываются, вот как они там построены. А остальные примеры вы не сможете сами это сделать. Но это как сюжеты, вот, которые приводят. Поляки пропитаны духом антиукраинизма. Как бы. Поляки. Поляки, да. Вот первая полячка, она пропитана духом антиукраинизма. Там она непонятно чем вообще пропитана, потому что там такая каша в голове. Да, а теперь в этой фразе, вот смотри, критическое мышление, да, то есть если бы там мышление просто было первое, мы сразу видим это абстрактный уровень. Поляки пропитаны духом антиукраинизма, да, значит, аспект, который не сказан, что украинцы это какое-то светлое существо какое-то, а их ненавидят поляки. И надо защищать украинцев. Когда посмотрим внутрь Украины, как эта полька сказала о поляках, слушайте, да тут украинцы ненавидят друг друга в такой степени, вспоминаем Ирину Фарион, там и многих других деятелей. Ирину Фарион. Да, Ирину Фарион. Я обнаружил, что уже именем ее улица названа. Это авторы ненависти. Да? То есть, слушайте, так тут в Украине эта ненависть не меньше, а то и больше. Ну, уже убивают, там насилие есть, какие-то акты, там недоброжелательности. Ну, вот Руслана только рассказывала по поводу переселенцев, там с каким хейтом сталкиваются. Ну вот, то есть, так это антиукраинские настрои украинцев, знаешь, вот такая конструкция. Когда скажешь такую конструкцию, это для мышления хороший повод подумать, что это значит вообще, антиукраинские настроения украинцев. Ну, вот они же, антиукраинские настроения украинцев. То есть, это не вопрос о критическом мышлении, я сказал о мышлении. Вот там, где я вижу критическое мышление, я понимаю, что это маркетинг, и чаще всего там будет разбираться конкретная тематика, ну, конкретные примеры, но тебе другие примеры не затронут. А мышление предполагает, что ты должен будешь поднять, ну, там, тот, кто учится, поднять руку на священное, на святое. Готов помыслить, а есть ли украинская нация, например, ну, специально священное, святое, там, там, ну, как обеспечены границы, откуда взялись границы 91-го года. Дайте чай долью. А второе, поднять руку на ужасное, то есть признать его, увидеть, что украинцы убивали поляков. Да, поляки убивали украинцев. Украинцы убивали поляков, но они не жертвы, там не просто жертвы. То есть, да, вот это два народа хищника. Ну, так все народы да, такие, да. То есть дай только волю. То есть, соответственно, мышление – это вот как бы отсутствие границ. То есть я задаюсь, в основе лежит что? Я задаюсь вопросами, что происходит, что это в событиях, какие слова используются, почему эти слова используются и так далее и тому подобное. Например, ну это другая тема, это, ладно, это, наверное, в другую сторону идем, про, вот, например, слово «искусственный интеллект». Вот все же называют, используют это слово. Давай еще более раннее возьмем. Компьютерная память. Все почему-то думают, что у компьютеров есть память. Нет там памяти. Память есть у человека. Угу. Человек создал хреновинку какую-то, которая хранит информацию и по аналогии назвал ее памятью. Да. Но все искренне думают, что это память. Но человеческая память не работает таким методом, как перебор там, каких-то вариантов. И там много других вот моментов, например, которые мы используем. Вот на уровне слов настолько все искажено, это не интеллект человеческий. Интеллект человеческий так не работает, как работает эта машина. Из-за этого она не может сделать то, что может сделать человек, но может сделать то, что человек не в состоянии сделать. И вот таких вот примеров очень много, когда нужно разбирать слова. Буквально, почему она названа так. То есть резня, драма, там, трагедия волынская там, и тому подобное. Это память. Вот человек, компьютер помнит все. Он ничего не помнит, он не может помнить. Но у нас просто нету, у специалистов есть, а у широкого загалу там немає терминов, ну, они есть, но не технические, пользоваться ими сложно. А назвать искусственный интеллект нормально. Только там не интеллекта нету, но искусственный, да, искусственное. То есть это созданное человеком. Мощнейший инструмент. Ну и так далее. Можно по многим примерам разбирать. Вот это мышление, да, то есть когда я ставлю под вопрос, что это, почему? Почему такое слово? Почему так называется? Что происходит на самом деле? Это я так вижу, а как ты и видишь? Слушай, мы вообще по-разному видим. Почему? Откуда это у тебя идет история твоя, да? Угу. Откуда это у меня идет история? И почему эта история вот так накладывается на то, что здесь происходит?
Хотя эта история не имеет никакого отношения там, да. То есть, если бы мы сейчас там настроились, там, поляк, а я украинец. Так ты что, поляк настоящий, ненавидишь вот этих чистых украинцев? А ты мне будешь в ответ: вы такие суки, вам упертые. Хотя вот если глубоко окунуться, то можно легко увидеть, насколько похожи культуры, насколько... Ну, это массовая психология, она везде одинаковая. Вот, насколько одинаково себя элиты ведут. Вот я по роду деятельности окунулся, я просто увидел, что просто до более знакомые конструкции. Называется массовая психология. Поэтому есть предмет под названием социология, ну, в смысле социальной науки, не в нашем понимании социология, а в западном. То есть это наука об обществе. Ну, общество. Потому что у египтян было общество древних, что у современных украинцев общество. Отличаются, да, но идея, структуры, они общие. То есть есть понятие элиты, вот они есть. То есть они всегда будут управлять, стремиться управлять, влиять. Могут ли они не влиять? Не могут. Могут ли элиты, там пишут, а что это элиты такие вот манипулятивные? А как они могут быть не манипулятивны, если большая часть населения слабоумна? Ну как, ты же не можешь разговаривать на равных. Тебе придется манипулировать, потому что они по-другому не реагируют. А давайте их научим. Попробуйте научить мышлению. Ну, попробуйте, вот в школу зайдите, попробуйте научить. Не, поэтому там, где мудрость уже давно, скажем так, кристаллизировалась, они пришли к вот этому подходу вайши, шудры, вот это все, как бы касты там и так далее. Ну, опять идет, да. Оно же не на пустом месте появилось. Ну да, там, что да. вот есть как бы, где как бы мы различаем, что ну, видно по детям, например, даже, что вот, ну, ты можешь стараться там вкладываться, ну, как бы тут границы Ну, есть. так и в Германии же как бы происходит это, они сепарируют, Кстати, да, альфа, бета, как бы там, ну, в смысле Да. классы, как бы вот которые... Австрия тоже. Да, эти пойдут, и этих начинают в лицее готовить уже к университетам. У этих потолок такой, эти пойдут вот. А вот эти вот просто, у них есть права, как бы там, вот им дадут возможность, как бы там... По логике где-то дальше развиться. что будет? Построят вот такое разделение, произойдет структуризация. Следующая эпоха будет это возмущение несправедливостью общественного устройства. Опять. Смена, обновление, резня и новый порядок. Вот она человеческая жизнь, человеческое общество. Да. Так, и тут, кстати, я еще раз напоминаю, те, кто смотрит украинцев в Польше, я дал там координаты у себя на телеге, у себя в Фейсбуке, дал контакты организаций, которые занимаются вот этой ксенофобией, там вот этими всеми исследованиями по ненависти, поведению ненависти там, и так далее. И они помогают, то есть реально дают юридическую поддержку, там, ну, и все поддержки, помимо там 112, на которые телефон. Это общественная организация? Общественная организация, да. По общественной организации польские. Представляешь, а в Украине нет таких вот реакций такого государства и общественной организации на унижение украинцев в Украине. Нет. Да, у меня, кстати, в комментариях это сразу написали. Парадоксально, да? Да, Мы претензию к Польше предъявляем. В Украине унижают публично. То есть можно призывы ненависти, и никто на это не реагирует. Я кидаю вот ссылку на телегу в чате, в обеих чатах кидаю. Вот. Ссылка на Польшу, назвал, на Польшу. Вот. Специально чтобы нашим соотечественникам помочь. Вот, поэтому, кстати, поляки мне подсказали, прислали, что, пожалуйста, поставьте, типа, как бы мы хотим помогать, там, и вот есть организация. И вообще, ну, и я вообще просто скажу, что абсолютно четкое понимание здравомыслящих людей, что здесь, что там. Ужас от этой всей ситуации. Вот насколько в такое средневековье какое-то мрачное, как бы даже не в средневековье проваливается как бы социуме, который начинает вот так вот махать шашкой. Тут был вопрос, типа, а какой Олег бы предложил миф там жизнеутверждающий для Украины и Польши? Я думаю, что Украине и Польше не нужны жизнеутверждающие мифы. Нам нужно просто как бы вот элиты должны вести конструктивный диалог и искать интересы, которые будут держать нас, ну, как бы вместе. Ну да, тут смотри, мифы можно, конечно, искать, но есть вот простая рациональная логика. Есть государство здесь и сейчас. Мы здесь и сейчас хотим жить такими, как мы есть здесь и сейчас. Практически никто из сегодняшних живущих поляков и украинцев, ну там какие-то единицы, никак не участвовали в той резне и не были с ней связаны. То есть мы другие люди. Мы можем создавать новый опыт. Чего мы хотим? Какое мы хотим построить государство там и так далее.
А с мифами лучше всего не создавать, потому что если ты оперируешь старым мифом, каким-то новым мифом, ну, новым это старая ситуация, вытаскиваешь, через время вытащат другой. Лучше было бы всех вытаскивать и все раскладывать, вот, показывать. Вот это все их знают, все об этом знают, все знают, что так было. И, соответственно, оно, когда не является чем-то тайным, а уже обсуждено, то к нему сложно апеллировать, уже вызвать... Какую нужно вызвать реакцию, чтобы люди идентифицировались с тем мифом. Вот его нужно миф демифологизировать, да, то есть показать это как историю, сложная, историческая, она была там, а мы сейчас другие. Вот четкое разделение сделать. А у нас в Украине как бы вся, вот начиная с 2014 года, даже ну, где-то 2004 года, с Ющенко, по сути, началась такая массовая мифологизация украинцев. Вот это такое повыше, то, что тоже называют политизация. Что такое политизация? Это оно и есть. Тебя просто погружают в определенные темы, ты там в них идентифицируешься. И началась такая радикализация. То есть это же Ющенко все эти темы начал поднимать, вот, радикализировать. Последнее, что он по-моему, перед увольнением его, да, когда уж ходил уже, проспект Степана Бандеры назвал проспектом Степана Бандеры, если не ошибаюсь. Или что-то, героя дал, по-моему, да, то есть это же вот конкретный был начало процесса, где-то на государственный уровень выделили и предложили украинцам, вот он символ, с которым вы должны ассоциироваться. Что другого нету ничего, вы ничего не придумали другого, осталось только старое. Ну, взял старое, вот тебе нашли противник россияне находят тут же противоположный миф для поляков, и теперь мирно мы просто так уже не договоримся, это невозможно. Ну, это надо серьезную работу будет делать. Это надолго. Ну, вернее, оно может быстро быть решено, была бы здоровая воля с одной и с другой стороны. И мало того, что быстро, это вывело бы и нас, и их на другой уровень совершенно. Принципиально другой уровень. Технически это возможно, это несложно. У нас управляемая ситуация этого массового сознания, она давно уже управляемая. Но это делать никто не будет. То есть наша власть, как ты верно сказал, не будет делать, потому что для них это есть такой важный инструмент «разделяй и властвуй», на что опираться. У поляков пока тоже вроде бы не так. Поляки идут в нашу ситуацию. То есть поляки отстают от нас по, скажем так, по... как это правильно сказать, по эволюции политической конструкции, вот, которая связана с обновлением элит, да, потому что вот я уже говорил в одном из эфиров по Польше, что там Менсен, по-моему, там удовлетворенно сказал там неделю назад, что развалили ПИС, теперь возьмемся за платформу обывательскую, типа как бы, ну это из конфедерации, это еще не самое радикальное, у них как бы такой популист, там условно либертарианец в духе Балашова, как бы с националистическим таким душком, как бы там, да, вот, и вот они как бы раскачали ПИС, типа, все, теперь нам надо этих практически расхерячились, они там копошатся, теперь бы вот этими вот заняться там, вот, и это вот обновление элит у них началось, потому что у нас оно тоже в специфической форме вот пошло с 2019 года, ну и оно до этого, оно с 2014 года на самом деле началось, вот, просто оно пошло в таком вязком режиме, а в 2019 году был скачок, вот, и это незаконченный процесс. А у них, представь, ну, практически 40 лет, две политические партии, которые выходцы из одной, как бы, из одной социальной среды, которые там меняли друг друга там, по 250 раз, вот, знают все друг друга. И многие поляки просто устали от этого, потому что, ну, как бы, с одной стороны, слишком все хорошо, потому что все устоялось, ну, государство развилось, вошло в G20, как бы фактически, имели $1 триллион ВВП, великолепная инфраструктура, ну великолепная, просто Варшава вошла в список лучших городов для жизни на 37-м месте, по-моему, из 100, вот, обошла там и Лондон, еще какие-то как бы там города, вот, поэтому очень все как бы у них неплохо, а с другой стороны, вот есть, ты как раз видишь, вот как происходит, почему революции часто происходят, когда, ну, как бы все хорошо. Потому что достигается определенный уровень, начинается появляться куча свободного времени, появляются деньги, которые можно потратить на что? На политическую борьбу, за место в иерархии. Это деньги, если ты же об элитах, да, как бы, да, то есть можно брать. А если говорить о простом народе, такой странный эффект. Когда все хорошо, как бы все хорошо. Но вот в этом хорошести теряется, размывается этот элемент «я», который что-то может делать или делает, ну, сытость.
А тут тебе предлагают в этой скукотище, условно говоря, игру. Ты там можешь стать кем-то. Ты такие страсти испытываешь, ты живешь, переживаешь. Вот оно как бы, ну, к вопросу о том, почему в сытом моменте, в сытом варианте вдруг может такая радикализация произойти. Если там в психике заложены, ну, в бессознательном эти конфликты, то это один из способов, как из этой бессмысленности выскочить в какую-то там радикальную позицию. Радикальная позиция – это субъектность, ну, типа субъектность. Понятно, что это манипулируемые люди, но ведь каждый человек, вот мы говорим, там, люди, массовая психология там включилась, каждый человек массово, когда он захвачен массовой психологией, сам человек переживает себя не массой, переживает себя совершенно осознанным, цельным человеком, который борется со смыслами, за смыслы, со злом. То есть для того, чтобы быть массой, надо переживать себя борцом таким вот, что ты это делаешь вместе с другими. То есть это мы со стороны говорим, там массовая психология. Но внутри оно так же не переживается, как массовая. Конечно. Там единственный массовый элемент есть, это переживание, что мы вместе, мы разум. Угу. Вот это признак сразу, что это массово идет. Вопрос еще такой. Мифы легко мобилизуют, но какой миф способен улучшить систему образования, например, увеличить достаток граждан? Миф? Какой миф? Зачем нам миф? Мы просто достаточно рационально показать, что чем умнее, образованнее, компетентнее человек, тем у него больше шансов и возможностей. Ну смотри, вот Советский Союз же, он же создавал мифологию вокруг образования. Да, но им нужно было, они же делали для чего? Для построения коммунизма, Да, им да, нужно было вытащить. Да. Ну так вот тебе пример мифа, как это работает. В этом смысле. Ну я бы говорил просто даже не о мифе, а просто о рациональной вещи, что чем больше у тебя знаний, умений, языков, там, способностей, гибкости, и мы можем вычислить, что для успеха нужен не просто набор знаний, потому что при наличии искусственного интеллекта зачем тебе заучивать много? Ну, тебе нужно мета-навык, уметь осмыслять, думать, промпты писать. Да. Вот что нужно, потому что знания ты всегда получишь из этой системы. Да. Их все не освоишь, их Конечно. столько, что это нереально. А вот научиться думать и пользоваться этим искусственным интеллектом, который позволит тебе в любой момент получить информационное обеспечение, раз, минимум, второе, устроить там диалог, критический, дискуссию и выйти на решение. Вот эти вот как бы... Ну, это как это как ты атлас раньше использовал, атлас дорог там Советского Союза или атлас дорог Европы, как бы там, да? Да, я помню, в Франции купил когда такой атлас, и по нем смотрел, там все было видно. А сейчас же страшно оказаться без вдруг навигатора, или у тебя телефон поломался, ты в чужом городе за границей. Что ты будешь делать? Да, хотя навигатор часто тоже заблуждается и... Да, у меня просто была ситуация, когда у меня телефон вырубился вообще. Угу. И что делать? Второй телефон иметь. Вот, ну, теперь я знаю, что надо иметь второй телефон. Или третий. А ходить по улицам и смотреть название улицы, потом искать карту, где-то найти, купить и соотносить, как раньше это делали. Я поэтому всегда за границу беру 2 и 3 телефона. Ну, и вот, с заранее загруженными картами, причем на разных приложениях. Ну да. Вот я как-то так сообразил, что как-то я понадеялся. И вдруг оказался без всякой связи с искусственным интеллектом. Потому что есть, например, приложения, которые лучше ориентируются в пеших маршрутах, как бы там, Ну, да. и тебе или по горам идти, вот это тебе по тропкам идти, тебе там нужно. Ну и бумажный тоже делает еще Ну, полезную работу, на всякий случай должен всегда валяться. Но тут же вот когда спрашивают о мифах, кстати, вот тут самое важное, опять же, ты как бы сам это сказал, дело даже не в мифе, их там, ну, слушай, их полно этих мифов. Дело не в этом, дело в позиции элиты. Ну, или слово элита, наверное, здесь мало подходит, правящего класса. Чего они хотят? Набор как бы мифов или стереотипов или каких-то образов, которые можно запустить, они все описаны. Ну, возьми там несколько умных человек, тебе просто там подскажут, что выбрать. Дело не в этом, дело в воле политического правящего класса. Чего он хочет. На что прилагаются усилия. Да, куда он движется, к чему. То есть у нас явно не об образовании, поэтому... Это опять-таки я вспоминаю Польшу, какой, господи, по-моему, 1790 они принимали, им нужно было создать 100-тысячную армию. На это нужно было найти деньги. И у них были в Сейме очень большие дебаты, в которых участвовали все, ну, то есть, условно говоря, все, кто мог участвовать, там, представители
шляхты, магнаты, как бы там и так далее, духовенство. Но там был очень важный момент, что они приняли решение, что они ограничат свои доходы, ну, то, условно говоря, будут перечислять там и шляхта, и, значит, и магнаты, и духовенство. Это была очень жесткая борьба, потому что там, как всегда, решалось за чей счет, как бы там, и все хотели поменьше платить. Но в конечном итоге они пришли к тому, что вот для того, чтобы иметь 100-тысячную армию, там 10%, там, ну, короче, устанавливали соответствующие ставки. Очень сильно порезали доходы духовенства, там целая реформа была. Вот, и православных затронули, там тоже как бы было многим обидно. Но аргумент был такой, что для нашей отчизны, типа, как бы нам нужна армия, потому что иначе мы вот уже не знаем, мы были все время в таком слабом состоянии. И вопрос армии – это вопрос, ну, как бы, нашего отношения с государством. То есть, как бы, мы теперь не можем надеяться там на короля или, там, или на каких-то внешние силы, которые нам там что-то гарантируют, потому что когда мы все вместе вкладываемся как бы в государственные институты, особенно такой институт, как армия, то это значит наша взаимная ответственность, и это значит, что мы тратим сами на себя, и поэтому мы должны это сделать. Ну, республика в чистом виде. Да, это республика в чистом виде. То есть, как бы, вот это, там очень много, я вот копаюсь сейчас все время в этом. И это вот пример того, как элита мыслила. Они оказались просто и в силу своих ошибок серьезных, и плюс не повезло там и с окружением, и с тем, предательство откровенное. И с предательства было, как бы там, да. Вот. Но они на самом деле были в этом плане, они были передовым государством того времени. Да, просто они погибли, а да. так Конституция была же написана практически, ну, вот там, где американская, может, даже раньше, или не помню точно, Нет. но в тот же период. Она была... Практически, у американцев раньше, а у них чуть позже. Да. Вот. Ну и там же поляки некоторые участвовали же в Америкостюшке, там, в американской революции. Да. Ну и плюс во Франции же параллельно происходили процессы, да. И, собственно говоря, они на базе французского просвещения, они это пытались внедрить, они действительно сами многие просветились, то есть они серьезно к этому отнеслись, и там буквально звучали там идеи Руссо, там и всех этих ребят, вот. И Польша мне интересно этим, и, ну, она мне как бы, я ей сочувствовал, сопереживал вот всегда потом в этом плане, что они ощущали, ну, как бы, дух веяния правильно, но они опаздывали, они часто опаздывали и очень долго опаздывали по внедрению того, что нужно было как бы внедрять, чтобы не быть сожранными этими автократическими, централизованными абсолютными монархиями в лице там России, Пруссии и Австрии, которые в свою очередь тоже, как бы там, Австрия тоже была в затруднительном положении, отбивалась там от турков, там и маневрировала, и с поляками пыталась договориться. Вот. Но суть в том, что как раз яркий пример того, что элита дошла до того, что необходимо вот этот механизм, и что это общее дело, которое позволит... было уже поздно. Да, но было поздно. Поэтому времени это очень важный фактор. Это нужно хорошо понимать. Тут пишут, сила элиты в их народе, золотые слова. Вот. Потому что есть еще один, сейчас вспомню, кто это говорил, Сталин или не Сталин, что элита народ без, типа, как бы без элиты слеп, вот, а элита без народа слаба. Вот. Не помню, кто сказал. Вот, Иосиф Виссарионович или кто-то другой, ну неважно. Но это и так, элита это глаза, это ум, это... Ну да, то есть это же как эксперименты проводились, ты берешь группу, делишь, например, там вот сформировалась группа, там есть как бы такой вот условная элита, да, и остальная масса. Выделяешь элиту, отдельную группу, она тоже делится на элиту и основную массу. То есть он всегда будет воспроизводиться нечто думающее, нечто действующее. Да. Тут пишут, армия – это отвлечение внимания от внутренних проблем, демографии, экономики, социальных тем и так далее. Подождите, если нет армии, то у тебя просто внутренние проблемы становятся... Отсутствие, они перестают быть проблемами. Они перестают быть внутренними, потому что тебя просто сжирают, вот и все. И поэтому вопрос, как ты защищен, это ключевой вопрос, потому что в противном случае ты ничего не можешь сделать. Только сейчас наш бизнес понимает, почему важна безопасность. Кстати, вот по поводу массовой психологии, да, то есть и элиты.
Ведь эта вся серия возвращений орлов, это же чисто массовое движение, президенты украинские. Они все, просто один сделал, все остальные поперли за ним. Причем туда же поперл Кучма, который встречался с Квасневским. Вот это массовое движение. Вот она элита. То есть элита может оказаться слабоумной и туповатой. Просто сделать дурь какую-то. Ну, то есть нагнетается же ситуация, мозги же должны быть, чтобы как-то вовремя остановить. Зачем нагнетать ее? Ну, это президенты, да, то есть вы же как бы там не только президенты, это же думающие люди, они же должны думать, по идее. Так смотри, в Польше такая же ситуация, потому что капитул, который этот орден, ну, как бы институт, который обслуживает этот орден Белого Орла, ну, условно говоря, такие старцы там, да, которые определяют, кто достоин, кто недостоин. Вот. Ну, Навроцкий же подорвал этот институт, потому что капитул сказал ему решать проблемы с Украиной и не двигаться в том направлении, в котором, ну, как бы он пошел, потому что, ну, они ему так и сказали, что нам это не нужно, но Польше это не нужно, потому что нам конфликт с Украиной точно не нужен, как бы там, да. Но тут просто, там, исходя из своих политической игры, исходя из ревности к Туску, вот тот случай, когда вот просто эмоции взяли вверх. Ну да, что такое эмоции взяли? Потому что переговоры были, и переговоры практически решили конфликт этот. Ну вот именно конкретно вот эту ситуацию практически решили. Она, ну, просто волосинка как бы разделяла там решение проблемы. И тут происходит там встреча Зеленского с Туском, там Навроцкий психанул, как бы увидел, решил, что опять, короче, что мы там клонимся к Германии, там, что договариваемся с Туском там, и его партией, и все, то есть как бы это, и все, пошла игра как бы дальше политическая. Да, ну тут и дальше смотрим, что делает Зеленский. Ну окей, отправляешь ты орден, но отправить орден, высшую награду, новой почтой – это акт унижения. Ну, он ответил, скажем так, он на унижение ответил унижением. Да, так это же есть реактивная реакция. Да, ты просто реагируешь. А кто такой, кто реагирует? Это тупой человек. Тот, кто реагирует, это туп. Потому что, ну, мозги должны быть там. Все же знают эти умные слова, асимметричные реакции там, и так далее, и тому подобное. Если ты реагируешь только в ответ, там тебе дали в морду, надо дать в морду, точно так же. Ну, и что это? Это вот толпа. Да, напишу, Навроцкому не хватает зрелости. Так именно поэтому я же говорю, что у них элита, которая сейчас вот начинается обдавление элит, они входят, ну, как бы вошли уже, не входят, они в явном кризисе, как бы там, да, и поэтому они откатываются на то, к чему мы откатились. Вот в этом проблема. То есть у них идет понижение стратегического уровня политики, как бы там, понижение в целом стратегического уровня правящего класса. Там, слава богу, для поляков и для наших у них еще работает дипстейт, еще они как-то худо-бедно как бы это все пока отбивают, но эта ситуация повалится. Это как у нас было со временами Кучми, что происходило после него, когда тот дипстейт, который был, ну, на его остатках как бы мы тянулись еще до времен Порошенко, как бы там, и после Порошенко, когда уже при Порошенко это все было практически дожено, но с 19-го просто добито окончательно. Вот, и все. Поэтому вы там хоть не говорите, элита мародера, вот это все, это не имеет никакого отношения к, ну, как бы все эти характеристики, они ничего не меняют, по сути. Ну, даже вот после этого, типа, вот тот же Зеленский, после этого акта с новой почтой, после этого, там, наверное, кто-то посоветовал или правильно сообразил, он же дает разрешение на проведение этих всех эксгумаций. Так еще год назад дали, уже начали выходить из этого. Сейчас ускорились. Да, просто. то есть он как бы, то есть вот они действия, они очевидные, простые. Это абсолютно правильное действие. Да, разумные, совершенно снижающие, как бы, то есть. Плюс вот еще был один уже визит, когда он в Люблине встретился с Туском, он же сделал абсолютно правильное заявление. Все по поводу кооперации, по поводу технического взаимодействия, по поводу привлечения Польши к проекту Фрея, как бы антибаллистического этого щита, потому что поляки там нервно дышат постоянно. Если посмотреть, какое количество обсуждений идет, там Украина, ну я бы как бы там, если был поляком, я бы уже от Украины с ума сошел бы там, потому что, ну там с Украины с каждой щели лезет, как у русских, вот как у русских, у Соловьева, там эти все, Украина, потом повестка, а вот украинцы делают то, сейчас там тоже видео завтра поставлю, там, когда они там обсуждают, что вот миллионная украинская армия, это проблема или не проблема, типа, а куда она пойдет, если вот они победят.
А куда она пойдет, если они не победят? А как они будут бить нас дронами? А как это... И вот это со всех сторон. Куда она пойдет? Возвращать западные кресы. Да. Так некоторые уже эту мысль развивают. Это одного поляка вот я сегодня нашел, интересно, он говорит, что да, ребята, пока есть миллионная украинская армия, которая, защищается, защищает себя, защищает, по сути, нас, то лучше, чтобы эта миллионная украинская армия существовала, потому что если она окажется в составе России, то у нас вообще никаких шансов, нас просто нахер снесут. Вот, и там, таких много здравомыслящих поляков на самом деле. Но, к сожалению, у нас же наши медиа тоже не хватают, они хватают то, что продается. Это точно так же, как польские медиа там, или польские политики. Вот оно продается яркая обертка. Показать какого-то дебила, который кричит: быдло пшеклёнте, там вот это все, вся крева, вот это все зародилось, они жрут жрут там наше чего-то, хотя у них демографическая яма, им реально нужны рабочие руки, так же, как и нам. У нас еще это более обостренная ситуация. И получается, что как только выводится тетка, которая смотрит, тут же взглядом находит лежащего рядом какого-то алкоголика, которые там шатаются на автопилоте, едешь по селам, их там достаточно много, как и у нас, и говорит: а это кто лежит, в чем он нуждается, и он нам мешает или нет, сразу это все начинает выглядеть абсурдно. Да. Так, у поляков элита хотя бы дискутирует с народом, а у нас занято откатами. Дискутируют, дискутируют, но я же говорю, что дискуссия это, к сожалению, сваливается тоже в эту политическую мифологию для того, чтобы этот народ держать в соответствующих рукавицах. Так. Ну что, будем заканчивать. Я думаю, мы так хорошо сегодня прошлись. Сейчас посмотрю. А почему националистический или фашистский миф и идеология так привлекательны для народа с точки зрения психолога? Для реализации жизни достаточно просто родиться в нужной семье, клана, не прилагая усилий. Фашистские? Фашистские, националистические. Только фашистские, если знаете, когда спрашивают, что такое, сама семантика слова фашизм. Фашо, пучок. То есть это же все эти такого рода идеологии, не обязательно фашистские какие-то такие жесткие, сплачивающие. Они сплачивающие, есть ощущение единого целого. А особенно это все важно тогда, когда ты находишься в ситуации, как Германия, Италия, поверженности, жертвы. И вот это сплочение, это призыв к сплочению, он дает это ощущение цельности, единства. То есть в сытые времена, например, какие-то, когда не сыто, когда есть развитие, возможность развиваться, уникально как-то реализовываться, то есть это сложно продать. Незачем сплачиваться. А в сложные времена, то есть когда есть угрозы, выдуманные, надуманные или реальные, то это такое дает ощущение уверенности. Если вспомнить даже эти советские и нацистские всякие эти мероприятия, марши, мероприятия, там же удовольствие от чего там люди получают? Этого слаженного ритмичного единства. Угу. Так машина работает, то есть это ощущение такого могущества, и ты к этому причастен. Да, к сожалению, это так. И во все времена. То есть это к вопросу о том, что есть природа человека, есть массовая психология, и она остается человеческой. Сейчас, это мы, наверное, в следующий раз, когда будем говорить с Володей Бандурой, все всякие надежды, ИИ все изменит. До этого телевидение все, интернет все изменит, печать, всеобщее образование все изменит. Помнишь? Угу. Всеобщее образование нужно было для того, чтобы все изменить. Всеобщее телевидение. Да, всеобщее телевидение. Я сейчас недавно запустил этот сюжетик из «Москва слезам не верит», где я говорил, телевидение будет, больше ничего не будет. Да. И сейчас искусственным интеллектом все что-то начинают. Это изменит людей, это все поменяет, это заменит, все станет по-другому. Да ничего не будет другому. Все люди этим управляют. Этим всем управляют люди. И эта система будет обслуживать людей. То есть самое страшное как раз состоит в том, что эта человеческая натура никак не меняется. Что с этим никакой работы, там сложный, конечно, вопрос, насколько это реально сделать.
Я всегда вспоминаю этот роман «Фиаско» Лема. Я его послушал случайно, потому что Арестовича озвучивал. Поздравляем его с днем рождения. Да? Сегодня ему 51 там. И «Фиаско» чем интересен? Это же лемовский роман, и там такая, ну, там показаны все варианты развития цивилизации технологической. Вот красиво. А чем заканчивается роман? То есть катастрофа, связанная с человеческими эмоциями, жажда обиды, там, мести, возмездия и так далее. И все взрывается. Там, ну, не слышала? То есть вот они там ищут неземную цивилизацию, находят, та цивилизация начинает как-то так реагировать эмоционально, и те, как бы, те, которые земляне типа нашли, в конце концов реагируют как: «А вы, суки, такие, мы к вам столько летели, а вы, суки, нас отвергаете. Так нате вам». Ну, что гопники какие-то там, да, что люди, обеспеченные современными технологическими навыками, попадают в вот такую ситуацию. То есть это человеческая натура. Потому искусственный интеллект — это просто как вот дикарю дали автомат. Ну, он будет стрелять еще с такой же жестокостью просто. Ну да, очень классная цитата у Юваля Ноя Харари. Я вот сегодня ее приводил у себя сейчас. Мы, кстати, сделаем разбор, в том числе и этого интервью, в контексте искусственного интеллекта. У нас будет в субботу беседа с Бандурой. Ты, я и Бандура. Вот этого интервью Харари? Почитай, да. Я видел, да, что ты запостил. Да, почитай. Очень хорошее интервью, очень интересно. И он там очень важные вопросы поднял. Вот когда он там говорит, что и прирожденный бюрократ, не ждите, что увидите роботов-убийц, которые бегают по улицам и расстреливают людей. Не так ИИ возьмет власть над миром. Это сделают ИИ бюрократы. Мы управляем миром через эти бюрократические сети, получается у нас не очень. Мы удерживаем контроль над ними только потому, что у нас на планете больше не нашлось никого, кто мог бы отобрать его у нас. Мы плохо разбираемся в финансах, но лошади разбираются еще хуже. Мы плохо справляемся с управлением правовой системой, но куры справляются еще хуже. А теперь, если появляется кто-то, кто сильнее нас и в бюрократии, и в финансах, и в праве, вот в чем вопрос. Что тогда будет с нами? Ну, это правильная постановка вопроса? Не, можно поставить такой вопрос и обсуждать. Я исхожу из того, что все определяется людьми. То есть расчет на то, что давайте найдем систему, которая подменит людей, такого не бывает. Ну, это, короче, это значит, надо уничтожить человечество, то есть меньше людей, меньше проблем. Весь искусственный интеллект будет использоваться людьми. Ну, вот как скандалы, которые мы видели, Пентагон и этот искусственный интеллект, там все эти антропики и так далее. Вот оно, кто это использует. Вот они, владельцы, они есть. Они могут рассказывать разные сказки о том, что это неуправляемо, еще что-то. Да, тут просто вопрос, что они уходят, тут, условно говоря, объединение людей с искусственным интеллектом, у тех людей, которые провели самую удачную интеграцию, превращает их в суперлюдей. Вот. И тут заключается вопрос, человеческая природа остается в этих суперлюдей, конечно, она же никуда не девается. В том-то и фокус, да, что они это используют для власти, влияния и так далее, для тех же самых целей. Да. То есть, и там нету, опять же, эта фраза звучит, объединение людей с искусственным интеллектом. Объединяться можем я и ты, мы субъекты. Ты не можешь объединяться с искусственным интеллектом, это инструмент. Ты можешь стать вооруженным им, использовать его, как компьютер, как телефон, как ракеты, там, оружие. Это просто станет инструментом, который будет хорошо, некто, кто хорошо его освоит, он будет вооружен им, но он им вооружится, а он остается человеком. Поэтому сама идея расчета на то, что искусственный интеллект уведет нас от этих каких-то человеческих проблем, она странная. То есть это явно приведет к каким-то, может быть, процессам сложным, но в основе там стоит человек. Как только человек будет убран каким-то образом, если это произойдет, это гибель человека. Тогда, если гибель человека происходит, а в чем смысл существования искусственного интеллекта? Он вообще о чем это? Ну, у него же нету своих смыслов и так далее. Это же обслуживающая система. Ну, прочитай. Я посмотрю, да. Посмотри, оно не безинтересно. Ну. Не, понятно, что это такая тема, в которой поднимается много вопросов, да, которые именно благодаря тому, что они поднимаются, можно обсуждать те темы, которые до этого не обсуждались никогда. Ну, в таком массовом варианте.
Так, тут вопрос еще, уже будем заканчивать. И способен или нет, или не способен пояснять реальность? Силу имеет тот, за кем стоит способность пояснять реальность. Реальность? Да. Силу, Смотрите, давайте силу имеет вот- тот, за кем стоит способность пояснять реальность. Да, вот искусственный интеллект, он с чем работает? Вот тот, кто спрашивает. Тут вы представляете? С массивами данных, которые... Массивами данных. Всё. Какое отношение это имеет к реальности? Мгм. Это часть реальности. Только та, которая оцифрована. Поэтому Причем, может он... причем та, что у него прописано, допустим, у Антропика прописано больше по по копирайту, как бы там, да, чем у чата GPT. И, допустим, тот текст, который может переводить чат GPT легко, Антропик не переводит, как бы там у него начинается Да, но какой-то- весь текст это не реальность, в смысле Да, да. реальность. Это то, что мы описали, подумали об этом и зафиксировали. И это не отношение Антропика как бы к копирайту, как бы там, Ну или да. чату GPT. Это просто те ограничения, которые заложила та или иная команда. То есть, Да, вот как, например, вот, смотрим, мы интернетом пользуемся, а фактически где находятся эти данные? Они находятся в физическом варианте, цифровом, есть дата-центр, и там это хранится. Это реальность? Ну как, ну в каком-то смысле часть реальности. Часть. Но основной частью нашей реальности, главной частью нашей с тобой реальности и человека, который спрашивает, это наши мысли, намерения, воля, желание, стремление. Это не может быть оцифровано. Да. Ладно, хорошо. На этом будем заканчивать. Тут, а что такое реальность? Это может давайте в субботу. Вот у нас будет в субботу эфир. Завтра у нас будет Куртев в 19:00, скорее всего. Вот, про дуэль двух столиц, по энергетике, там и не только мы будем говорить, поэтому готовьтесь с кучей интересных вопросов. А в субботу, как я уже сказал, вот у нас будет Хомяк, я и Бандура, у нас будет, я думаю, такой очень интересный эфир. Я тоже подготовлюсь, почитаю, вот, буду вас мучить. Хорошо. Или мы друг друга будем мучить, или получать удовольствие при этом интеллектуально. Вот. Все, друзья, на этом мы заканчиваем. Тут пишут, что может быть атака, так что смотрите осторожно. Киевляне особенно связь барахлит. Я смотрю, что действительно может быть это с этим связано. Хорошо. Будем на этом заканчивать. Скажите Олегу, что он тоже часть реальности. Естественно. Сука, а я, получается, не часть реальности. Да, вот так вот. Вы меня этот статус мой понизили, получается, да? Что этот человек только что сделал? Не знаю, он, наверное, хочет намекнуть мне, что раз я думаю о реальности... Не, получается, ты реальность, а я не реальность. И все, я должен возмутиться. Может, в тебе сомнений нету, что у тебя все адекватно с реальностью. Какой льстец. Какая тонкая манипуляция по повышению и так высокой самооценки. Да, хорошо, друзья, напоминаю, что что я хотел сказать? Сбор на студию традиционный, у нас сегодня 3 число, у нас еще осталось 2 дня. 150 тысяч гривен, вынь да положь проект. В описании к эфиру все реквизиты, и у меня в телеге есть все реквизиты. Значит, Алик Запорожье, я помню о том, что необходимо закончить сбор. Сейчас мы только закончим, закроем мой сбор, не хочу перегружать людей. И мы там остатки, которые нам нужно было собрать на то, что вы просили, мы закроем. Там 100 тысяч, большую половину, по-моему, мы уже забрали. Вот. И льстецы, которые пишут, что Романенко нереально крутой. Олег Запорожье Видишь, все-таки я считаю, что раз и нереально. пишет, молодец. И Кистрица тут же дифирамбы поет. Молодцы, просто отрабатывайте повесточку, как бы все как надо. Вот. И мы тогда на этой оптимистичной ноте мы закончим. Все. Целуем, обнимаем, пока.